Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Как и обещал, сегодняшнее видео будет о том, как мы выращиваем тернецию на протяжении месяца. Вот смотрите, 5 дней назад был нерест. Вот такие рыбки, они уже хорошо кушают артемию. Это розовые, как вы знаете, у нас. Кстати, ссылочка будет в описании к ролику, как мы делали нерест этих тернеций. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот в соседнем аквариуме у нас, смотрите, малек желтой и буряковой тернеции. Видите, он наелся и стоит. Вот это у них такое интересное состояние, когда они покушают. Видите, животики полные. Видно, что там у них артемия. Так, и здесь красные и оранжевые. Тоже там есть малек, он кушает. По дну там что-то еще шарится. Ну, короче, развивается. Там, не знаю, если посмотреть, на дне там их много. Запустил к ним сегодня по парочке маленьких сомиков анцитрусов. Вон они сидят там слева. Ну, чтоб тоже будут расти хорошо. Будут подъедать все за мальками, то, что они не съели. Поставил также фильтры. Водичка чистенькая. Все без проблем. А это розовые наши. Я подписал их, чтобы не забыть, какой цвет. А, ну уже и так его видно. Итак, друзья, показываю вам рыбку. 10 дней от момента нереста. То есть считаем, сколько она была в икринке, сколько была личинкой. Вот такой у нас малек. Вот у них такой прикол. Покушали. Животики, видно, полные у них. И они вот так стоят вверху и переваривают пищу. Вот часть их находится внизу. Тоже животики полные у них. Нормально они себя чувствуют. Здесь у нас розовые, желтые и буряковые. Вот такие веселые малыши. Ну а здесь у нас красные и оранжевые. Красные четко видно, что они уже красные, оранжевые будут такие сейчас пока еще зелененькие. Есть часть малька на дне. Вода, конечно, мутноватая. Подбирают там артемию. И часть небольшая там на дне, но что-то у них там непонятное. Они то плавают, то на дне сидят. Ну, как-то так. А вот еще часть малька сосредоточилась у дальней стенки, возле обогревателя. Тоже переваривают пищу. А еще одна часть с другой стороны обогревателя стоит. Короче, рыбка растет и развивается. Спросите, почему вода пенится? Ну, это же я добавлял эритромицин, он просто еще не весь вышел. Ну, подмены я такие грандиозные еще не делал здесь. И поэтому вода немного пенится из-под фильтра. Итак, обращаем внимание на тернецию. 13 дней рыбкам. Они уже совершенно уверенно кушают. Вот смотрите, покушали, животики полные, и они так стоят, отдыхают. И рассредоточены по всему объему. А вот красные и оранжевые здесь сосредоточились. А вон там их еще сколько, смотрите, с той стороны сидят, видите? То есть развивается рыбка хорошо. Наблюдаем за ними дальше.
Друзья, вот я вам сегодня, хорошо это будет видно, хочу показать такую проблему, которая встречается в основном у красной тернеции. Вот я заметил по нерестам. Бывает и у других цветов, но в основном это у красной. Смотрите, вот сколько рыбок лежит на дне, да? Вот можно видеть. И вот если посмотреть, эти рыбки, они покормленные, у них в животиках артемия, все, но они сидят на дне. Если вот, например, вон там толпа плавает, да, вот они покушали и вверху находятся. И вот здесь вот эти, например, вот розовые, желтые, буряковые, они вверху все. То есть там на дне практически никого нет. То вот у красных, вот они здесь находятся на дне. Сейчас я извиняюсь, сейчас я найду, где они, резкость наведу. Вот, смотрите, ну, например, вот толпа такая их сидит. То есть рыбка как бы не голодная, потому что у нее есть в животике, вот видно, желтенькие рачки артемии, но она лежит на дне. А почему? Потому что у нее недоразвитый плавательный пузырь. Вот если присмотреться, пробую еще увеличить, резкость может быть похуже быть. То есть обычно у нормальной рыбки, которая плавает, у нее пузырь состоит из двух частей. Маленький такой пузырек и побольше. А вот у этих, вот если посмотреть, не знаю, резкость такая не очень. У них либо маленький, либо есть большой, а маленького нет. То есть проблема с пузырем, понимаете, в чем дело? И вот рыбка, она как и кушает, но она, конечно же, пропадет. Вот сейчас я вам покажу рыбку, которая нормальная, какой у нее пузырь. Вот смотрите, вот желтенькая. Вот смотрите, у нее пузырек разделен на две части. Вот у нее видно, что два пузырька есть, да, то есть она нормально себя чувствует, плавает. Ну и вот и у желтенькой вот рыбки видно, да. Вот, а вот у этих рыбок можно видеть, что пузырь либо не развитый вообще, либо маленького нет, либо большого нет. И вот поэтому эта рыбка, она уже никогда не поплывет. Я сначала думал, что это зависит от уровня воды в нерестовике. Ну нет. Уровни совершенно одинаковые. Когда я осаживаю на нерест, уровень воды одинаковый в нерестовиках. Но вот красный цвет, в основном, говорю, красный цвет. Бывают и у других по чуть-чуть, но не критично. А вот у красных всегда вот такая бывает проблема. Ну, как всегда, не всегда. Бывает нерест, что вообще идеальный. А бывает, что вот есть часть рыбок вот таких. Думаю, это на генетическом уровне какая-то проблема. Именно у красной рыбки. Но все, наблюдаем за ними дальше. Ну вот, друзья, прошла еще секунда. И нашим тернециям сегодня 20 дней от момента нереста. То есть, как у нас производители отметали икру. Вот смотрите, как они себя чувствуют. Дно я у них еще не убирал. Посадил туда просто маленьких анциструсов, и они все дно подчистили. Оно так собралось в такую кучку. Надо просто шлангом аккуратно взять ее и убрать. Ну, фильтр, понятно, я пару раз уже промывал, потому что он там забивается артемией и так дальше. Вот здесь у нас розовые, желтые и буряковые тернеции. Это я их снимаю, как раз еще не покормил. Сейчас, когда покормлю, потом еще покажу их. Они поднимутся все вверх, и тогда их будет видно, сколько много. Давайте посмотрим на красных и оранжевых. Так. Вот, смотрите. Ну, там часть красных на дне находится, понятно. Но они кушают, но не плавают. Да, я говорил уже, с пузырем проблемы. А другая часть нормально плавает. Фильтр, видите, какой засоренный. Одно чистенькое, тоже там
есть анцитрусы маленькие, они все подчищают. Ну, я их сейчас покормлю, и потом мы еще на них раз посмотрим. Итак, еще секунда. И наши красавицы поужинали. Смотрите, животики такие у них толстенькие. Вот. Вот такие они счастливые. Анцитрусы тоже там подбирают внизу. Вот такие будут красивые у нас рыбки. Розовые розовыми уже видно. Желтые, которые еще они такие зелененькие. Ну, буряковые, понятно, цвет уже видно четко. А вот наши оранжевые и красные. Ну, красные четко видно, но оранжевые, вот какие-то и розовые появились. Вон, те, что зеленые, наверное, будут оранжевыми, не знаю. Еще пройдет недельки две, наверное, и уже более четко будет видно, какой цвет будет у рыбок. Итак, друзья, еще одна секунда прошла позади. И смотрим на наших малышей. Короче, сегодня ровно 30 дней, как был нерест. И 25 дней, как малек начал плавать. Вот он в таком состоянии. Больше сантиметра размер его. Ну, здесь их просто много, поэтому они растут более-менее равномерно, но не очень быстро. Но едят хорошо. Сегодня я еще не кормил. Короче, здесь вы представляете, сколько их. Тут толпа такая нормальная. Сейчас мы посмотрим еще на наших красных и розовых. Итак, вот здесь пониже у нас красные и розовые. Значит, хочу сказать, что их здесь поменьше. Ну как поменьше? Их там тоже много. Там, думаю, сотни, 2,5-3, наверное, точно есть. Но по сравнению с фиолетовыми, вот этими, которых мы только что смотрели, здесь их поменьше, и поэтому они чуть-чуть покрупнее подросли. Хотя кормлю я их практически одинаково. Ну, возможно, этим попадает больше корма, то есть рыбка более такая упитанная. Но я думаю, мы их пересадим в ближайшее время в больший объем, и они нормально себя будут чувствовать. Сейчас я фонариком еще сверху присвечу. Вот, то есть рыбка практически уже окрасилась хорошо, чувствует себя неплохо. Те, что были на дне, как я показывал ранее, я их там практически всех поубирал, может там пару штук каких-то есть. А так вся остальная рыба нормальная. Нормально себя чувствует, хорошо кушает и развивается. Ну, давайте уже еще 5 дней подождем и уже конкретно посмотрим на них, какими они будут в 30 дней. Вот даже одна есть вообще, уже, наверное, 2 с чем-то сантиметра вырвалась вперед в рост. Итак, друзья, наступил следующий день. Делал я подмену воды. И вот у меня освободился вот этот 40-литровый аквариум. Здесь десяток тернеций таких маленьких. Ну, максимум сантиметр. И я решил вот этих вот своих малышей, которые уже подросли более-менее, сюда пересадить. То есть им тут будет нормально. То есть сегодня 26-й день, получается, как они поплыли. Я их пересаживаю в больший объем. А потом мы, конечно, и вот этих пересадим. Но я вот здесь вот у меня есть тернеция крупная, и я ее отсюда уберу. Часть пойдет на заказ, часть рассажу по аквариумам. И сюда мы ее пересадим, 80-литровый аквариум, ту толпу. Для того, чтобы проще поймать мальков, сливается практически вся вода с нерестовика. Вот. И тогда мальков удобно с очком за несколько приемов вытащить. Ну, вернее, выловить из аквариума. Не забываем выключить обогреватель, потому что он может лопнуть, если будет без воды. Короче говоря, вот такая толпа. Сейчас мы ее будем выпускать. Неудобно одной рукой, извините. Вот я взял. Опускаем это все
вот сюда. И смотрим на эту красоту. Сейчас рыбки будут в шоке. Вот, водичка к ним уже зашла. Опа! Вот, они все уходят в новую жизнь, скажем так. Опа! Сами не хотят выползать, но мы им поможем. Вот. Они сейчас распределятся по всему аквариуму, и будет у них все хорошо. Вот отсюда вам они листовичок забрали. Второй. Вот они, наши друзья. Смотрите, сколько их здесь. Капец. Нормально тогда. Сейчас мы их пересадим вот сюда, в этот подготовленный такой 80-литровый аквариум. Думаем, тут будет хорошо. Ну, я вам, конечно, момент пересадки показывать не буду. Мы на них уже посмотрим, когда они будут на месте. И вот наши малыши переместились в новый объем. Они, конечно, еще стрессуют от того, что столько территорий, да? Но уже разбрелись по всему аквариуму. Вечером сегодня мы их покормим хорошо. Пускай они немножко освоятся. И все, здесь они уже будут развиваться до продажного размера. Итак, друзья, вот еще прошла секунда, а позади еще 5 дней. И сегодня ровно 30 дней, как рыбка, наша тернеция, как вы помните, мы снимаем видео про нее, начала плавать. То есть сегодня ровно 30 дней, как рыбка из личинки превратилась в малька и начала питаться. Вот такие у нас красные и оранжевые. Красавицы такие. Они уже где-то больше сантиметра. 1,5, наверное, сантиметра есть даже. Есть немножко, конечно, и поменьше. Ну, основной размер сантиметр. Вот такие малечки. Давайте посмотрим остальных. И вот у нас остальная компания. Здесь их достаточно много, но они, конечно, в росте немножко поменьше. Ну, сантиметр, в основном сантиметр. Чуть меньше даже есть. Я это думаю потому, что их было очень много сначала в нерестовике. И может быть им не хватало некоторым еды. Потому что я кормил их всего 2 раза в день. Хотя, скорее всего, нужно это делать лучше меньшими порциями, но 3 раза в день. Тогда темпы роста были бы, конечно, получше. Но все равно рыбка заметно подросла даже за последние 5 дней, когда мы ее сюда пересадили. Я думаю, еще месяц, 1,5-2 максимум, и рыбка будет уже готовая к реализации. Друзья, вот такое у нас видео. Проследили мы с вами 30 дней жизни малька, развития его. Кому понравилось видео, не забываем поставить лайк для продвижения его на просторах интернета. А еще лучше написать комментарий. И кто не подписался, обязательно подписывайтесь. И, конечно же, до встречи на канале Разводня как хобби. Всем пока!